Махидевран Султан – одна из самых известных наложниц султана Сулеймана Великолепного. Долгое время считалось, что она была албанского или черногорского происхождения и попала в гарем, будучи плененной при очередном военном набеге турок на ее родные земли. Но с каждым днем история приоткрывает нам завесы тайны. Всплывают новые архивные документы и добавляются новые факты по тем или иным событиям. Уже доказано историками, что Махидевран принадлежала к знатному княжескому беслинеевскому роду Кануковых и была подарена в гарем будущему султану по политическим причинам. Но сегодня речь пойдет не о ней, а о ее родном брате. Маашук Кануков, младший брат Махидевран, родился около 1510 года. В русских архивных документах он впервые упоминается в Никоновской летописи. Согласно этому источнику, в ноябре 1552 года приехали к государю-царю черкасские князи Маашук князь да князь Иван из Болуков, да Танашук князь бить челом, чтобы их государь пожаловал, вступился за них, а их землями взял к себе, а от крымского царя оборонил. То есть Маашук Кануков с другими князьями-соотечественниками приехал к царю Ивану Грозному просить подданства и защиту от крымского хана Девлета-Герая. Интересный тот факт, что Девлет-Герай – двоюродный брат султана Сулеймана Великолепного. Иван Грозный принимает на службу черкасских князей и одаривает их своей милостью. Маашук Кануков становится очень приближенным к царю и принимает крещение, получив новое имя Иван. По некоторым источникам его крестным отцом становится сам Иван Грозный. 1552 год. Еще жив Шахзаде Мустафа, сын Махидевран и Сулеймана, главный наследник султанского престола. Через год, в 1553 году, он был казнен по обвинению в подготовке государственного переворота. Шахзаде Мустафа поспешил и совершил несколько роковых ошибок, которые привели его к смертной казни. Он недооценил своего отца и, скорее всего, даже не мог предположить, что родной отец решится на его убийство. Если бы родной племянник Маашука Канукова Шахзаде Мустафа занял бы османский престол, то Иван Грозный обязательно бы воспользовался родством своего подданного. Как минимум, улучшились бы торговые и военные связи между Россией и Турцией. Но история не терпит сослагательного наклонения «если», и судьбе было угодно так, чтобы все сложилось именно подобным образом. А в это время уже Иван, а не Маашук Кануков, сопровождает Ивана Грозного в Коломну, а позже царь отправляет его воевать в передовом полку в город Тулу. Передовой полк в начале сражения всегда составлял первую линию, которая принимала на себя первый удар противника. Это говорит только о том, что Иван Кануков был сильным и храбрым воином, и эти таланты были отмечены русским царем. Согласно разрядной книге, в 1558 году Иван Кануков нес службу в Вышегороде. Когда осенью того же года начались активные действия в Ливонии, он был отправлен с передовым полком в Псков, откуда развернулось наступление на город в Эстонии Раковор. Военные успехи в этой военной кампании обеспечили временное присоединение Востока Эстонии к московскому государству. Иван Кануков зарекомендовал себя отважным и искусным воином, и слава о нем разнеслась по многим городам. Удачи русских войск в военных действиях против Крымского ханства и Турции побудили западных адыгских князей обратиться в Москву с просьбой о том, чтобы царь дал им своего воеводу управлять войсками. В 1560 году Иван Грозный отправил им воеводу Дмитрия Вишневецкого и князя Ивана Канукова. Иван Кануков погиб в 1562 году в бою с турками. В поминальной книге по убиенным сохранилась о нем запись: «Благоверному князю Амашуку Черкасскому, убиенному от нечестивых турков за православную веру, вечная память». А в 1565 году Иосифо-Володский монастырь получил от Ивана Грозного вклад в сумме 30 рублей на поминовение Ивана Амашука, князя Черкасского. Вот такой была судьба родного брата Махидевран Султана.